Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз. События ближайшего будущего, события ближайших месяцев. И у нас это будет июль, с того момента, как вы открыли или нашли это видео, август и сентябрь. Давайте узнаем, и я искренне надеюсь, что наш прогноз будет чем-то для вас полезен. Оставайтесь со мной. И мы продолжаем наш прогноз, мои дорогие любимые козероги. И, соответственно, 3 колоды карт. События до конца июля, события августа и события сентября. Приступим. Что же нам подскажут карты до конца июля? Как изменится ваша жизнь? Или какие события вас ожидают? Что главное, может быть, по мнению карт? Конечно, останемся реалистами. Но как альтернативный вариант рассмотреть всегда стоит. Итак, какая история? О чем поведают карты? Карта любящего человека. Личная жизнь отнюдь не на последнем плане. Может быть, это, конечно, и родственники. Может быть, для кого-то, мои дорогие мужчины, это ваша любимая женщина. Это может быть и ваша мама, например, мои дорогие девочки. Это ваша любовь к детям, может быть, если вы человек семейный или детки у вас есть. Но в целом это карта того человека, который бескорыстен, который готов прийти на помощь, на взаимовыручку, да, какую-то, именно нашим близким людям. По этой карте это не только бескорыстие проходит, но еще и альтруизм, мои дорогие. Но вот такие добрые энергии, как будто в июле ожидаются. Надеюсь, что это действительно, посмотрите, пара выпадает. Так вот, я надеюсь, что какая-то личная история любви, мои дорогие, вспыхнет либо с новой силой, может быть, в тех отношениях. И мы это допускаем с учетом планетарных транзитов. Я сейчас не о картах вовсе. Но, правда, такие энергии дают даже тем парам, которые длительное время вы в союзе, и где-то забыли, что когда-то вы были двумя любящими людьми. Когда-то были бабочки в животе, а потом уже вот эта рутина. Мы превращаемся в мужа и жену, в маму и папу. Это, конечно, все замечательно. Но вот эту романтику у вас есть возможность вспомнить в хорошем смысле. А для тех, кто один или одна, завершить свое одиночество. Это правда. Личной жизни уделите в июле внимание. Даже не хочу больше ничего говорить. В каком бы вы сейчас статусе не находились, а если есть какая-то сложная ситуация, может быть, у кого-то и ситуация любовного треугольника, нам об этом карты не рассказывают. Но если без карт реальности, правда, ведь по-разному бывает. Вот, видимо, вам нужно с какими-то вопросами окончательно разобраться. Кто рядом с вами, с кем вы хотите быть. Помириться, может быть, посмотрите, 7 воздуха. Может быть, если была какая-то грустная история, к примеру, не ждать того, кто не придет, или который человек, я имею в виду, если, предположим, была такая история любви, когда вам что-то было обещано, или отношения, которые вроде развивались, а потом они встали на какую-то бесконечную паузу или ничем не закончились, и вам не сказали ни да, ни нет, и непонятно. Тут все равно тогда это ожидание нужно завершить, потому что энергии этого периода, они вам дают возможность встретить другого человека и быть счастливым или счастливой. Но, а может быть, для кого-то актуально будет и примирение. Все же эта карта допускает. Это у нас колода ангелов. И, кстати, не в каждой карте этой колоды есть изображение ангела. Но вот 7 воздуха, тут она как раз присутствует, ангел, изображение точнее. Нам показано 2 детей. И только в детстве мы свободны от меркантильности. Или мы еще не такие жесткие прагматики, материалисты. Мы строим свои отношения на искренности. И вот нам показано мальчик и девочка, но явно ссора. И девочка, свернувшись так одиноко калачиком, ей холодно, одиноко, она заснула, может быть, и проплакавшись на этой скамейке жесткой. Но хоть маленькая, посмотрите, меч наготове, она воин. А вот мальчик, кстати, крадется, пока девочка спит. Отнюдь не тогда, когда она бодрствует, а, видимо, боится. Есть такой элемент. Мои дорогие козероги, мы можем находиться с любой позиции, хоть и мальчика, хоть и девочки. Но мы замечаем у мальчика почему-то 5 яблок, а у девочки в корзинке всего 2. И явно же была какая-то дружба.
Может быть, мальчик и предпочел как раз этот жесткий материализм, яблоки, в виде яблок. И был соблазн поделить не поровну, а как поровну поделить? 7 пополам ровно не делится. И вот он готов отдать часть яблок, но сколько он положит в корзинку, мы еще не знаем. Может быть, он положит всего лишь 2 или даже 1, а может быть, он готов отдать все. Вот какая-то сложная ситуация, а тем не менее изображение ангела нам говорит о том, что помириться мы можем. Словно проговорить, может быть, какие-то очень важные темы, на что не хватило решимости. Или, если вы видите, что вы в чем-то ошибались, мы тоже можем примириться, может быть, сделав первый шаг и сказать: я был неправ. Ведь нам не говорят о том, что мы должны до бесконечности там извиняться, да? А вот эта фраза короткая «я был неправ» — это уже признание собственных ошибок. Может быть, это и стоит. Или в обратную ситуацию. Это к вам, мои дорогие козероги, кто-то может попытаться, словно вернуться в вашу жизнь, потому что тоже понял, что был неправ. Ну, может быть, имеете терпение выслушать человека, узнать как-то поподробнее. Хотя где-то предполагается, что если мы прощаем, то былое мы уже не вспоминаем. Ладно, вот такую историю нам 3 карты рассказала. Что еще расскажут нам карты? Ну, вот все зависит от вашего выбора. Вы какой-то выбор будете делать, мои дорогие. И это ведь у нас туз мечей. И туз мечей я называю выход из лабиринта. Да, нам показан мальчик. Он уходит один со своим мечом. Ну, это как мальчик или девочка. Кто-то может простить, а кто-то и не вернуться. Может быть, все же карта говорит, что какая-то путаница должна закончиться. Но вот так в отдалении образ ангела все же опять присутствует. По этой карте, тем не менее, знаете, мы понимаем, что мы в чем-то тоже заблуждались, ошибались. И вот теперь мы тоже меняем, ну, какие-то, возможно, свои приоритеты. Или мы смотрим прямо правде в глаза и понимаем, что в нашей жизни не все однозначно. Тем не менее, какая-то коммуникация по карте прописана и проходит, но еще и помощь высших сил выйти из этого лабиринта. Может быть, просто какая-то сложная история, которая где-то касается личной жизни. И пусть она будет связана, к примеру, с решением каких-то материальных вопросов. Может быть, и вопросов по жилью. Я такое допускаю. Но, значит, вот этот выход из лабиринта, он есть. Но я так вижу, что договариваться придется. Все же дипломатия вам будет, безусловно, помогать. Настаивая на своем, вы какой-то гордый узел не развяжете. И мало этот узел разрубить. Нам все же несколько карт говорят о том, что какое-то, скорее всего, общение продолжится. И даже если это для тех пар, которые, ну, уже сейчас чувствуют взаимопонимание утраченное, но остались еще какие-то темы, которые вы до конца не определили, не проговорили, не решили окончательно. Тогда карты нам говорят, тебе все равно придется продолжать это общение. И от того, как ты не усилишь эту конфронтацию, как ты построишь диалог, тебе легче будет сказать как и «здравствуй», так и перейти к какому-то компромиссу, может быть. Или установить нейтральные отношения. Но для кого-то из вас придется определяться и по партнеру тоже. Кто знает, а может быть у кого-то из вас совпадают вопросы вашей занятости, работы и одновременно личной жизни. Давайте, что еще нам расскажут карты, события будущего? Ну, словно ангел выходит вам навстречу. Вы найдете выход. Конкретно 8 воды. Она и говорит о том, что да, у нас есть выбор. И должна быть в чем-то такая решимость. Причем решимость, когда мы этот выбор делаем однозначно. Может быть, и был какой-то период, когда мы, ну вот как-то еще не знали, как поступить. Но с чем-то вы здесь, это точно определяетесь. И мы этот выход находим. А если нужно делать этот выбор, то тоже мы его сделаем. Какая-то путаница, мои дорогие, у вас завершается. И она связана именно со взаимодействием, либо с любимым человеком. Хотя я могу допустить, может быть, это какие-то другие партнерские отношения, даже по работе. Хотя нам, должна сказать, ни одна карта про работу не говорит. Но все же помириться можно. Потому что карта звезда
нам говорит о том, что это какая-то траектория лет на 10-20. По звезде возможно все. Это карта выбора правильного направления. И, может быть, это у вас в целом вопросы личной жизни, выбора направления на долгий период жизни. Вы с чем-то определяетесь, и тогда примите во внимание, мои дорогие козероги, скорее всего, это будет длительная траектория. Вы что-то будете продолжать. А если вы принимаете окончательное решение, ведь это правда, это решение может быть окончательным и возврату не подлежит. Личная жизнь и любовь. Я допускаю, что у кого-то уже даже новые отношения, а прежние не завершены. Или для кого-то вопросы любви в плане не только ваших взаимоотношений, но еще и какой-то детский вопрос. А для кого-то это будут вопросы переезда. А для кого-то из вас, опять же, это и работа, и личная жизнь. Потому что Паш всегда это новая энергия. Это энергия бодрости, это радость, это вдохновение, мои дорогие. И рядом карта звезда. Здесь можно даже в увядшие отношения как внести свежее дыхание. Или вот все то, что я говорила. Узнать как будто или открыть друг друга заново. Или увидеть своего партнера, хоть вы его, может быть, знаете много лет, но с другой стороны. Может быть, он проявит какие-то такие свои качества, о которых вы даже не подозревали. И Паш держит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова, как ни странно. Рыбы. Первый момент. Это достаток, это денежный вопрос, финансовые какие-то темы и путешествия, переезды. И где-то вот об этом нам тоже говорит карта. Вы можете договориться или вы можете в июле месяце для себя какую-то сложную, может быть, проблему или вопрос решить однозначно. Причем и остаться довольными самим собой. Давайте мы достанем карта совет. Какой совет вы сами даете самому себе, как бы, да? Ну и десятка нам говорит мечей. Время пошло. Песочные часы в руках ангела. Ты должен, Козерог, с чем-то разобраться. И расставить все по местам. Потому что если мы говорили о вашем окончательном решении, да, по аркану звезда, это, скорее всего, решение такое бесповоротное. Вот примите к сведению, что вы определяетесь на долгий период времени, поэтому, может быть, стоит хорошенько подумать с чем-то. И если вы кому-то скажете «нет», потом не будет «да». Вот я могу такое предположить. А если вы кому-то говорите «да», вы берете некоторую ответственность. Но в прошлой дороге нет. Закрой в прошлое дверь, говорит нам ангел. И при этом не теряй времени. Это где-то подсказки высших сил. И это вы сами себе даете такой совет. То, что прошло, оно уже завершилось. Не стоит вспоминать где-то былое. Если вы уже определяетесь, что да, вот именно с этим человеком я хочу продолжить свою личную историю. Все же я больше вижу именно вопросы личной жизни. Они могут перемежаться с другими разными вопросами, как и оформление бумаг, так и ваших отношений. Или у кого-то тема финансов, или тема места вашего пребывания, или конкретно жилища. Но вы с чем-то должны разобраться, причем однозначно, чтобы подвести какой-то итог. Или как демаркационную линию между прошлым и будущим. И карта нам об этом. Давайте перейдем на август. События августа. Что нам подскажут карты для вас, мои дорогие козероги. Ну, наверное, всю неразбериху и путаницу точно вам стоит оставить именно в июле. А август уже, наверное, в новых энергиях вам выпадает карта Солнца. И вот в колодах Таро две карты, которые о правильном направлении или о выборе. Первая, ну, так вам выпала, это у нас звезда, и это лет 10-20, как я сказала. Карта Солнца, а это месяцев 6-8. Вот вы с чем-то определяетесь, ну, как будто вам нужно смотреть немножко дальше от того момента, чем вы сейчас находитесь, чем июль, может быть, да, вы должны понимать, куда вы хотите прийти в конечном итоге, какое качество жизни вы хотите получить, или кем вы хотите стать, может быть и так.
Какого успеха вы хотите добиться? Ведь аркан звезда, говорят, сияйте как звезда, мои дорогие. Это какие-то очень долгосрочные перспективы, причем такие надежно уверенные, с геометрической прогрессией. Но, видимо, вы определяетесь в июле, а вот уже в августе вы вплотную подступаете к какому-то решению вопроса, или ваша активность, которая, или выбор вот этого направления, который на 6-8 месяцев, это до конца 2025 года и еще чуть-чуть впереди. Вы будете активно заниматься какой-то темой, может быть, разработкой, у кого-то это достижение, работа, может быть, или это вы будете улучшать личную жизнь, как-то развивать ваши отношения. И если это новый человек, у кого-то паж кубков будет означать знакомство с человеком намного моложе вас. Вполне вероятно такое. Давайте посмотрим, что же там спешит в вашу жизнь. Вы как жизненный экзамен проходите. Вот может быть кульминация этого экзамена, ведь тройка это всегда карта будущего. А тройка пентаклей это сдача экзамена. У кого-то напрямую экзамен, сертификат вы какой-то получаете, документ. И скорее всего вы его сдадите успешно. Ну даже если нам карты говорят с первого захода не получается, но все равно получается. Итог вы уже видите, как по аркану Солнца, плоды труда своего. Но у кого-то это жизненный экзамен. Вот все то, что я говорила про июль, мы должны разобраться. И это как пороговое значение между прошлым и будущим. Но тройка еще пентаклей говорит о том, что мы учимся. И для кого-то это пентакли. Значит, финансовая тема не на последнем месте. Может быть, карта советует изучить как какие-то новые финансовые системы или уделить внимание финансам, откуда они к вам приходят. Может быть, добавить себе дополнительный доход, подумать, каким образом вы можете зарабатывать именно дополнительно. Или какая-то новая стратегия и тактика по части финансов вами должна быть рассмотрена, это точно. Много активности будет у вас и, безусловно, будет и усталости. Вы люди сильные, мои дорогие козероги. Вот нам двое тащат арбузы, несут, да? Ну, так сложновато, согнула их, может быть, уже под этими арбузами. Но, как говорят, своя ноша не тянет. Однако, по этой карте мы не должны на себя набрать каких-то лишних обязательств, потому что сейчас нужно очень правильно распределить силы. И десятка жезлов нам всегда говорит, рассчитайте силы, чтобы именно на твои какие-то желания, хотелочки, может быть, но больше ведь это жезлы, дела, работы, бизнес и деньги, откуда они опять же к нам приходят. Чтобы тебя хватило, чтобы ты не вышел в тираж или не рассредоточил эту свою энергию или ваши знания, мои дорогие, вашу активность или вашу экспертность. Может быть, буквально какие-то физические силы и участие. Вот нужно рассчитать, потому что нам еще какой-то путь и предстоит пройти. Поэтому не занимайтесь тем, от чего вы не получите бонусов. Или то, что не служит вашему прогрессу. И самое главное, отдыхайте. Режим труда и отдыха вам придется регулировать явно в августе месяце. Что еще, что спешит вашу жизнь? Какое-то надежное партнерство. Двойка жезлов – это больше, конечно, дела рабочие. Хотя я могу предположить, что даже в семейной жизни бывают какие-то темы, опять же, документы или, то, что вы планируете. Это не совсем про чувства, а это более конкретные вопросы, которые вы сообща решаете. Но, значит, здесь согласие у товарищей определенно присутствует. И вы словно будете заниматься какой-то темой, которая вас вдвоем будет... вам и нравится, и хочется достичь какого-то результата, и вы его точно достигнете. Или какое-то плодотворное партнерство, может быть, по части работы, бизнеса, построения карьеры. У вас удачный месяц, август, это точно. Ну и финансы, я должна сказать, и работа на первом месте. Все же по аркану Солнца иногда проходит Солнце, это как прообраз нашего эго. И мы хотим... сделать по-своему. Поэтому где-то вот эти сильные эмоции, когда будут вас все-таки одолевать, когда хочется вот именно так, как мне хочется, а не так, как вот считает нужным, или, может быть, даже объективно есть какая-то реальность, что нужно рассматривать два, как минимум, варианта. И все же два варианта нужно рассматривать, потому что тут нельзя и настаивать. Эго нам тут точно не помогает. В данном случае карта Солнца
Замечательный аркан. Это как приток жизненной энергии, я говорила. Вот энергии будет достаточно, но нужно хорошо понимать, куда, во что, с кем, каким образом вы вообще взаимодействуете. Но по 9 пентаклей это карта, когда мы довольны собой. Причем это карта благополучия, финансового достатка. Что же еще? Принцесса жезлов. Эта карта в этой колоде называется «Служанка в ожидании». Может быть, и будет какой-то этап, когда вам что-то нужно подождать. Нам ведь не говорят конкретно, какая история. Вот посмотрите, у нас 9 пентаклей, мы говорим, карта финансового достатка. По бокам 2 жезлов, есть взаимодействие, и есть, с другой стороны, служанка в ожидании. Но я тут так вижу, что вы не должны все же время терять даром. Вверху у нас 10 жезлов, и мы с вами сказали – не рассредоточить силы или не ждать кого-то сверх меры. Если регламент какой-то позволяет или требует подождать, к примеру, документа, вот тут мы вряд ли ускорим. Но сказать, что мы просто что-то сами поставили на паузу или основываемся на чужих обещаниях, то тогда, скорее всего, нет. Мы теряем время. Примите этот тонкий факт. В личной жизни давайте узнаем, что нам скажут про любовь. Ну, шикарно. В любом случае, все вы тут, все свои приоритеты, желания, пусть даже в каком-то совершенно новом ключе, направлении, вы расставите очень грамотно. И стабилизируете тему, процесс, может быть, вопросы, связанные с недвижимостью, с вашей личной жизнью. 4 жезлов это предполагает. Но жезлы это еще и про работу. Здесь у вас может быть соединение всех самых важных каких-то моментов в августе, когда все важно. И работа, и ваша активность, и ваша занятость, и личная жизнь. Но все, видимо, это придется в какой-то красивый узор вам сложить, в какой-то единый пазл. Вот приготовьтесь к этому. Но и сил должно хватить, поэтому отдыхать не забывайте, мои дорогие козероги. Но я должна сказать, у вас все получится. Иными словами, вот этот экзамен жизненный вы проходите. И это праздник после победы. Давайте мы достанем, как ваш совет самому себе из будущего. Как вы видите, август. Какой совет бы вы себе дали? А вот так вот, посмотрите. Такие все солнечные карты. А ваш совет – будь рациональным человеком. Это первое. Второе, наверное, это то, что поступай по закону. У тебя не должно быть нарушения законов. Поэтому перед тем, как на что-то согласиться или какой-то документ подписать, изучи, как будет закон работать не только на сегодня, но и как минимум 6-8 месяцев, а то и 10-20 лет. Здесь как будто нет права на ошибку, мои дорогие. Вот интересно, что-то подобное ведь закручивается в июле, а конкретизируется в августе. Может быть, и вы можете столкнуться, кстати, с людьми новыми, людьми, и часто по королю мечей – это люди в форме, причем разная форма. Ну, да, тут могут быть и работники охраны правопорядка, здесь могут быть и военные, здесь могут быть и врачи. Вот по этой карте мы узнаем что-то наверняка. Как я сказала про законы, и это могут быть адвокаты, юристы. Если по здоровью есть какие-то, хотя нам карта говорит как раз тут позитивный такой момент, но если вас что-то беспокоит, идите к врачу, узнайте о себе что-то наверняка, а не в предпосылках или каких-то догадках. А если это по закону, значит, может быть, даже просто чиновник какой-то. Но вы должны понимать, как работает какая-то система. Да, изучать тут что-то придется. И тогда вот эта 3 пентаклей, которая в первом триплете в центре у нас оказалась, она будет говорить, что ты детализируешь что-то. Здесь тебе помогают буквально знания. Тебе даже знания помогают зарабатывать деньги. Может быть и так, как-то в профессиональной сфере. Но для кого-то из вас построй карьеру. Вот тоже может быть такой совет. И, видимо, не добавлять вопросы, которые должны решаться, может быть, даже с математическим подсчетом. Или вот такой холодной головой. Туда не добавлять эмоций. Это тоже вы себе советуете по этой карте. Ладно, перейдем на сентябрь. Каковы энергии сентября? События будущего. И не так уж далек и сентябрь, прямо скажем, туз чаш. Любовь.
Это карта радости, приятных событий, эмоций, может быть, добрых каких-то новостей. Давайте спросим, а что еще? Ух ты! А это какая-то возможность, это какой-то шанс. А вот кто знает, может быть, вот эти энергии закладываются еще в июле. И нам сказали в июле, не такой простой выбор. Но вот теперь, когда мы можем видеть так на дистанции, да, все-таки 3 месяца, это уже в целом какой-то срок. Вот подумайте, поразмышляйте, глядя на карты. Ведь 2, можно сказать, волшебные карты. С одной стороны, это карта радости, счастья, любви. А это карта возможностей. Причем это уже мы про благополучие и где-то материализм. Все-таки пентакли, да? Это как зернышко, которое мы садим в землю. В последующем вырастет денежное дерево. Может быть, тут будет касаться действительно вопросы более так конкретно уже в сентябре. По части вашей карьеры, вашей занятости или какого-то направления в вашей деятельности. По этой карте нам словно Вселенная помогает, мои дорогие козероги. И интересно, события сентября, еще и старший аркан умеренности. Вы знаете, вы не должны упустить какую-то возможность. Я сейчас скажу, пусть не в этой колоде, но вообще карты Таро, они построены на древних символах, где-то символика, она уходит вглубь веков и в историю. Так вот, кто смотрит мои видео уже давно, явно это слышал, но есть, я знаю, на канале очень много новых людей. И поэтому я повторю этот исторический факт. Это было много столетий тому назад. Король династии мировингов Хлодвиг воевал с готами. И вышло так, что он был зажат со своим войском между рекой Рейн и войском готов. И понятно, что куда ты пойдешь ни вперед, ни назад. Да, погибель неминуема, но, видимо, он был настоящий такой король, мои дорогие козероги. Вот вам вот этот рационализм и холодная голова точно нужны. Не только на август, а еще и на сентябрь. Так вот, умеренность мы говорим. Это умеренность в первую очередь в собственных мыслях, эмоциях, мои дорогие. Видимо, причесывать эмоции вам придется. Так вот, прогуливаясь вдоль Рейна, Хлодвиг обратил внимание, что желтые цветы мелкие, болотный ирис, растут вдоль реки и уходят вглубь. Он знал, что эти цветы растут на мелководье. То есть мы о чем говорим? Его Величество случай или какая-то подсказка. Тут нужно быть очень внимательному ко всему, что вас окружает, что вокруг происходит. И вот Хлодвигу закралась такая мысль, холодная мысль, то есть где-то интуитивно эта подсказка пришла благодаря знаниям, но холодный расчет, он был от начала до конца, потому что он предположил, раз растут на мелководье и уходят вглубь реки, так, наверное, я могу переправиться вброд, и кто-то бы испугался. А вот он рассчитал, и он ушел от готов и спас свое войско. В последующем мы сегодня это знаем как геральдическая лилия, прообраз вот того болотного ириса, мелкие желтые цветы, или называем еще флёр-де-лис. Так вот, это все проходит по аркану умеренности. Здесь не случайные случайности, мои дорогие, проходят, которые вы должны вот так вот трезво, холодно оценить. Чего-то не упустите. И ведь вот эти 2 туза, они... Ну, представьте, что вы как Хлодвиг. Какая-то подобная ситуация у вас может и сложиться. Давайте достанем еще одну карту. Вот, наверное, почему вам нужно свой дзен сохранять. Очень красиво прорисовано и понятно, да? 7 жезлов буквально пытаются достать нашу героиню. Она отвернулась, она хранит собственное, как и терпение или собственные силы. Она не вовлекается в какие-то дела, вопросы, которые и интересны кому-то. Мы говорили об этом, у вас выпадала 10 жезлов. Потому что нужно эти силы рассчитать. Здесь на вас могут воздействовать люди, вас могут чему-то призывать, уговаривать, что-то обещать, но это от начала до конца желание других. И они, как бы они ни выглядели, эти самые предложения, может быть, или воздействие людей, вам тут придется что-то просчитывать рационально, это факт. Потому что обещать нам могут многое, а что из этого получится, непонятно. Но есть какая-то ваша задумка, как правильное направление, которое на 6-8 месяцев
так и на 10-20 лет. Именно это нужно будет продолжать. Или подумать, как взаимодействовать с тем или иным человеком, чтобы именно ваша какая-то задумка осуществилась. Иногда эта карта банально говорит: не бери лишних обязательств на себя, иначе ты на себя такую ношу возложишь. Или согласишься, подпишешь какой-то документ, а потом пройдет какое-то время, ты о документе забудешь, а закон будет работать так, и ты не знаешь, какая ситуация у конкретного человека сложится, а ты будешь как будто обязан. Ну, к примеру, поручительство, вот даже я так, банально. Давайте мы достанем карту на личную жизнь, мои дорогие козероги. Ух ты, карта императрица. Волшебно. Рассчитывайте сами на себя. Вот это я все-таки должна сказать, но, мои дорогие девочки, для кого это актуально и по возрасту, и по вашим желаниям, намерениям. Я жду ребенка, может быть и так. Для кого-то вопросы и семьи, и вашей занятости, и вашего места пребывания. И статус, ведь это статусная карта, может быть у кого-то как предложение руки и сердца. Я не говорю про всех. Очень многогранный старший аркан, но чего-то вам нужно не упустить. И, безусловно, императрица, она мудрая. Императрица плодовита не только буквально, но еще и на ваши идеи имеется в виду. И она знает, как это осуществить в реальной жизни. А также императрица – великий дипломат. Она умеет найти подход к сложному императору, у которого есть два мнения, мое и неправильное. Вот поэтому дипломатом вам точно нужно быть. Но для вас открывается совершенно иное качество жизни. Ваш совет самому себе из будущего. Самому себе мрака не нарисовать. Это карта искаженного восприятия. Мы тут можем вот не случайно. Не создай себе каких-то иллюзий, не одень, понятно, розовых очков, но и не устраивай себе какую-то глубокую философию. И правда, вот посмотрите, с чем-то, может быть, и нужно разобраться, причем рационально. Но туз мечей говорит, выход должен быть из лабиринта найден. Не запутаться в этом лабиринте, не еще раз уткнуться в какую-то стену в надежде, что там откроется дверь. Нет, здесь все лежит на поверхности каждого дня. Будьте рациональны. И вот как эта девушка, которая смотрит в зеркало, но она видит не то, что есть на самом деле. Ей кажется, это ее словно скрутили по, все руки и тело отчасти, и повязка на глазах, она чего-то не видит. По восьмерке мечей мы смотрим именно в глубину собственного восприятия, мои дорогие. А тут нужно изменить собственное восприятие. Как будто внешняя ситуация уже меняется, а я еще вижу чего-то не упустить. И это что-то может касаться как и жизни личной, так и финансового благополучия. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Я благодарна вам за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии, за ваши истории. Поверьте, это очень важно, ведь когда я создаю прогнозы, я ведь не вижу, что там у вас происходит, как это откликается в вашей душе. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.